Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, что ни в коем случае нельзя есть, пить в гостях. Иначе вы просто-навсего будете постоянно беднеть и болеть. И, возможно, даже не будете осознавать и понимать, а что же в действительности произошло. Поэтому обязательно просмотрите это видео до конца. Будет очень важная, друзья, и ценная информация. Вы знаете, в нашей культуре существует множество поверий, суеверий, традиций, примет, которые касаются поведения вас в гостях. И одним из таких важных предостережений является запрет на определенную еду и питье определенных напитков в чужом доме. Дело в том, что если вы будете знать и видеть, и понимать, и еще это принимать в себя, то это приведет к нежелательным последствиям. Это могут возникнуть и финансовые трудности, это могут возникнуть и проблемы со здоровьем. Дело в том, что когда вы едите или пьете определенные продукты в гостях, это может принести вам несчастье и бедность. И, конечно же, часто среди запрещенных продуктов встречаются и определенные виды рыбы, мяса, фруктов или алкогольных даже напитков. И употребление вот таких вот продуктов в чужом доме может привлечь и несчастье, или принести беду как вам, так и тем, у кого вы находитесь. Так вот, употребление определенных продуктов питания, напитков в чужом доме, в квартире, у соседки может вызвать так называемый, как называется, морок. Как вы знаете, морок – это сильное негативное воздействие, которое приводит и к потере денег, и здоровья, вы становитесь беспокойными. И вы знаете, вот морок может заставить человека жить как бы в тумане, испытывая определенные сложности и препятствия на своем пути. Вы должны понимать и то, что приготовление и употребление самой пищи – это не просто какой-то физиологический процесс, но это и важные сакральные действия, которые имеют глубокие культурные и энергетические значения. Дело в том, что наши предки относились к этому с особым вниманием, понимая, что это внесет не только питательные вещества, но энергию, связанную с природой, с определенными энергиями. И, возможно, вы замечали, но наши бабушки, прабабушки действительно особое внимание уделяли продуктам питания. И это было, друзья, неспроста. Вы же знаете о том, что процесс приготовления любой еды начинается с чего? С выбора ингредиентов, да, с мысли, с подготовки и, соответственно, комбинирования тех или иных продуктов питания. Даже многие культуры связывают приготовление пищи как определенный ритуал, даже как обряд, и придают ему особое значение. Дело в том, что даже, возможно, вот посмотрите, как готовятся им блюда, да, передаются из традиции, культуры, из поколения в поколение, создавая тем связь с предками и с их мудростью. Поэтому любое блюдо приготовленное, оно в реальности это сакральное блюдо, это обряд, это ритуал. И кроме того, сам процесс вот приема пищи также имеет свою символику и важность, потому что в многих, даже вот возьмите вы, когда кушаете, как правило, во многих религиях читают молитвы, да, и это связано с обрядом благодарения или, как вариант, с молитвами. Также вам обязательно нужно обращать внимание на то место, где вы едите. Стол, за которым собирается семья, становится местом общения. Вот недаром мы с вами говорим о том, что стол – это сакральное место. И это очень важно сознавать и понимать. Поэтому за вашим столом всегда должно быть только позитив, только созидание. А вы должны понимать и то, что определенные негативные эмоции, мысли, намерения также могут передаваться через еду. Возможно, вы замечали такое за собой или за другими людьми, что, например, вы в плохом настроении, и одно и то же блюдо, в один раз оно у вас очень вкусно, вы его приготовили, а в другой раз вы готовите одно и то же блюдо, вот оно бывает невкусно. Или когда-то вы
приходите к кому-то в гости. Поэтому очень важно, чтобы вы относились к приготовлению и к потреблению самой еды с уважением, с любовью, для того, чтобы вы избегали поглощения негативных энергий. А вы знаете, что когда негативные энергии накапливаются в вас, в один момент это приводит к определенным проблемам и к неприятностям. Теперь давайте поговорим, как же проявляется вот такое негативное воздействие на ваше тело, на вашу жизнь, на деньги. Итак, друзья, одним из основных вот проявлений вот такого вот морока является ощущение, будто что-то вам мешает двигаться вперед или достигать каких-то своих целей. Вы можете постоянно чувствовать себя, как будто вас что-то тормозит или вас что-то задерживает. Даже если вы прикладываете для этого усилия и работаете над чем-то, все равно вот те результаты, которые перед вами в конечном итоге находятся, да, они недостаточные, вам не приносят они радости. Также негативный эффект может проявляться и в вашем отношении к себе и к окружающему миру. Вы можете чувствовать себя недостойным, недовольным тем же своим внешним видом, какими-то навыками, какими-то способностями. Ваши мысли могут быть полны самокритики, сомнений. А это к чему приводит? Это приводит к чувству уныния и отчаяния. Также это может вызывать раздражение, агрессию по отношению к себе или к другим людям. Мелкие какие-то проблемы или неудачи могут казаться нестерпимо раздражающими, а обычные вещи могут вызывать у вас чувство гнева или ненависти. Также может проявляться такое ощущение, как будто вы живете в тумане. Вот ежик в тумане, да, ваш разум может быть замутнен, ваши мысли могут быть неясными, какими-то размытыми. Это может приводить к забыванию, к вашей забывчивости, да, при этом к частой, когда вы забываете важные слова, вещи, обязательства, которые вы должны выполнить в тот или иной момент. Кроме того, у вас постоянное ощущение потери каких-то важных моментов или информации. Все это может вызывать стресс и беспокойство. Кроме того, это может сказываться на вашем внимании и способности к восприятию. Например, вы можете проходить мимо хороших знакомых вам людей и не просто-навсего вот не видеть, не узнавать их, а иногда и те, кого даже с кем вы живете, вы можете идти и их не видеть. Это связано с тем, что ваше восприятие ослаблено и искажено негативными энергиями. Кроме того, что еще может, как это еще может проявляться, да, физически? Вы можете ощущать ватные руки, ноги, может происходить заторможенность движений, сложности с вашей осанкой, то есть постоянно происходит такое ощущение усталости. Вы можете даже чувствовать, что будто ваше тело подвергается какому-то невидимому воздействию, которое делает вас тяжелым и даже неуклюжим. Кроме того, как это еще может проявляться? Чрезмерная сонливость и апатия. Вы можете чувствовать постоянную усталость. Вы чувствуете, что вот у вас нет энергии. Это приводит к такому к чувству, как ничего не хочу делать. И, знаете, день изо дня проходит в ощущении тяжести, безразличия к окружающему миру, а это, возможно, вызывает чувство жалости к себе и даже, соответственно, частые слезы. Далее, что еще, как это может проявляться? Это могут быть трудности с чтением. Вы можете испытывать затруднения с фокусировкой внимания. Буквы могут казаться размытыми, какими-то смешанными, а даже прыгать перед вашими глазами. Даже если у вас хорошее зрение или вы используете очки, чтение может быть трудным и вызывать у вас раздражение. Также, как это еще может проявляться физически, частые спотыкания на ровном месте, необъяснимые ушибы, порезы, где-то какие-то уколы. Вы можете чувствовать, что ваше тело подвергается странному воздействию, которое делает вас неуклюжим, и тем самым вы подвергаете себя постоянно травмам. Кроме того, вы постоянно сталкиваетесь с какими-то неприятностями, которые связаны с водой или с огнем. Это может быть, например, пожар в вашем доме или на рабочем месте. Это могут быть ожоги от горячей воды или открытого пламени. Это могут быть потопы какие-то у вас в доме или в квартире, какие-то прорывы.
Кроме того, вы можете даже чувствовать, что вот как будто вода давит на вас, причиняет вам дискомфорт и опасность утопления. Или же вы мучаетесь от жажды, но не можете утолить ее. С другой стороны, вы можете постоянно промокать до нитки или ощущать ожоги от солнца. А это все приводит к постоянному дискомфорту и стрессу. Кроме того, именно морок может вызывать дезориентацию и путаницу в вашем восприятии мира. Например, вы можете заблудиться в тех местах, которые вы знаете идеально, или вы можете забыть, куда вы направлялись, испытывать чувство растерянности и беспомощности. Ваши мысли могут быть такими неустойчивыми, и вы можете терять часто нить мысли или забывать какие-то важные детали. Кроме того, проявляются необъяснимые тревоги, страхи. Это все приводит к паническим атакам и чувству беспомощности. Кроме того, вы можете почувствовать необъяснимый страх перед смертью, при этом как своей, так и своих близких. Этот страх может быть настолько сильным, что опять же вызывает у вас панические атаки и тревожное состояние. И, конечно же, это может приводить и к необъяснимым финансовым потерям. Вы можете терять деньги, испытывать какие-то финансовые трудности, не понимая, что же происходит в действительности. И учитывая эти все последствия, важно быть, конечно же, осмотрительным при выборе еды и напитков в незнакомых местах и обращать внимание обязательно на качество и, соответственно, частоту приготовления пищи. Поэтому, когда вы находитесь вне дома и вас кто-то угощает едой или вы кому-то пришли, скажите следующие слова. Мы дадим несколько фраз, вы выпишите себе и возьмете ту фразу, которую вы считаете для вас, она будет приемлема. Первое. Сила любви защищает меня. То есть любовь является мощным источником защиты от негатива. И произнося эту фразу, вы призываете силу любви, чтобы оберегала вас от вредоносных энергий. Далее. Пусть только свет и добро входят в меня. Эта фраза подчеркивает ваше намерение принять только позитивные энергии и отразить любые негативные воздействия. Далее, следующая фраза. Пусть моя пища будет чистой и защищенной. Эта фраза направлена на создание защитного поля вокруг вашей еды, чтобы предотвратить любые негативные воздействия. И последняя фраза, она очень важна. Это моя вера и сила защищают меня. То есть вера в себя и в свою защиту является ключевым элементом в борьбе с негативом. И когда вы говорите эту фразу, вы подчеркиваете свою уверенность и силу. Кроме того, вы можете провести такую практику, перекрестив еду и напитки мысленно или физически, перед тем, как будете это употреблять. Но давайте все-таки вернемся. А что же нельзя есть и пить в гостях? Когда мы находимся в гостях или вне дома, важно быть внимательными к тому, что предлагают вам для употребления. И одним из таких важных аспектов является состояние посуды, с которой вы едите или пьете. Никогда не стоит употреблять еду или напитки из посуды с надломанными или треснувшими краями. Особенно если это не просто скол, а именно трещина. Даже небольшая трещина в посуде может стать причиной бед и проблем в вашем будущем. Далее запах пищи. И обязательно вам следует обращать внимание на соответствие запаха блюда, его названию и составу. Например, вам подают мясо, а оно пахнет не мясом, а, например, рыбой, или оно вообще дурно как-то пахнет. Это может быть признаком того, что на еде есть негатив. И вот неожиданный и несоответствующий запах пищи указывает на наличие на ней морока. И, конечно же, лучше всего отказаться от употребления такой пищи. Далее, есть еще энергетический аспект приготовления еды. Многие из вас, возможно, замечали, что некоторые продукты могут менять свой аромат или вкус в зависимости от эмоционального состояния человека, который это приготовил. Это происходит потому, что энергия, которая сопровождает нас во время приготовления пищи, может влиять на ее качество и восприятие. Например, если пищу готовят в состоянии гнева, стресса, других негативных эмоций, она может поглощать эту энергию и передавать ее тем, кто ее употребляет.
И, соответственно, это может проявиться в изменении запаха или вкуса блюда, а также в его энергетическом воздействии на организм. Кроме того, бывает так, что вам могут предложить еду, напитки не от тех людей, которые должны это делать. Для многих людей это может показаться мелочью, но в реальности это может иметь серьезные последствия для вашего благополучия или здоровья. Например, вас пригласили в гости к знакомым или к родственникам, и кто-то другой, кого вы плохо знаете, или кто не связан с приглашением, предлагает вам еду или напитки. Здесь это первый звоночек. Вы должны, знаете, как проснуться и сказать себе: я это не принимаю. Кроме того, вы должны понимать и то, что ваше здоровье и ваше благополучие зависит от того, что мы едим и пьем. Поэтому не стоит игнорировать подобные ситуации и употреблять пищу или напитки, которые нам предлагают незнакомые или неподходящие люди. Поэтому, чтобы защитить себя от потенциально негативных последствий, обязательно используйте защитные слова, которые мы сказали в этом видео, и проявляйте, конечно же, осторожность. Это поможет вам избежать неприятных последствий и сохранить ваше здоровье и благополучие. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментариях напишите «принимаю» и «благодарю». Кто спрашивал, как нас можно отблагодарить, друзья, благодарность можно выразить с помощью доната. Ссылка есть в описании к этому видео. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся уже буквально в следующем видео.